Все разнообразия нашего мира невозможно увидеть даже самому заядлому путешественнику. И это не потому, что у него не хватит времени и денег, а потому, что в некоторые точки Земли попросту запрещен вход на государственном уровне. В эти места не проникнет террорист, не заглянет любопытный турист, не проберется по трубам канализации не в меру активный диггер. Их охраняют так, что в двойные железные двери не пролетит ни одна муха. Но это не обязательно секретные военные базы и тюрьмы. Среди особо охраняемых мест могут быть и обыкновенный гараж, и церковные подземелья. Давайте узнаем о тех местах, которые охраняются сильнее всего, и разберемся, почему именно. Семенохранилище судного дня на Шпицбергене, Норвегия. Это грандиозное сооружение выглядит пугающе, но цели у него самые что ни на есть гуманные. Расположенное в одном из самых труднодоступных районов Земли, на норвежском острове Шпицберген, это хранилище содержит множество образцов семян растений со всей Земли, которые создатели хранилища надеются восстановить в случае глобальной катастрофы. Однако, по слухам, хранилище имеет и другие функции. Расположенное в старой угольной шахте, хранилище очень тщательно охраняют с применением всех возможных технических средств защиты, от стен из усиленного бетона до электронных замков. Конспирологи утверждают, что хранилище, на самом деле, часть коварного плана мировых элит, планирующих развязать глобальную войну, скрывшись от нее под землей. И хотя подтверждения этой теории нет, но эксперты подтверждают, несмотря на то, что в подземелье хранится около 250 миллионов образцов семян, там достаточно места и для людей. Подозрительность вызывает и тот факт, что в хранилище имеют доступ лишь те, кто пожертвовал деньги на его строительство. Быть может, они выбирают себе места на случай судного дня. Вряд ли кто-нибудь расскажет об этом. Флорентийская тюрьма Атх. Административное максимальное учреждение или Атх – это тюрьма сверхмаксимального режима для мужчин в Колорадо. В тюрьме содержатся самые опасные преступники в США, за что тюрьма получила прозвище Алькатрас в скалистых горах. Меры безопасности в Атх включают боевые собаки, охраняющие территорию между тюремными стенами и забором из колючей проволоки высотой 3,6 метра, 1400 стальных дверей с дистанционным управлением, лазерные лучи для обнаружения движения, нажимные, подушки и камеры. Кроме того, заключенным запрещено видеть друг друга, а охранники имеют право стрелять на поражение даже при малейшем подозрении на побег. Один бывший надзиратель Атх назвал его более чистой версией ада. Это тюрьма, обладающая самой дурной славой, место, где содержится самый опасный преступник всего мира. И даже этих людей, привыкших к жестокости, эта тюрьма ломает. В 2013 году здесь разразился скандал, связанный с самоубийством заключенного. Роберт Нот, страдавший от серьезного психического заболевания, покончил с собой после 10 лет за решеткой. Детали этого происшествия обнажили бесчеловечную сущность тюрьмы. Как оказалось, персонал не обращал внимания на проблемы с психикой заключенного, а после его самоубийства 11 дней не сообщал родным о смерти заключенного. Не зря эту тюрьму называют одной из самых жестоких в мире. База Минвит-Хилл ВВС Великобритании. Если бы у агента 007 был секретный бункер, он располагался бы именно здесь. База военно-воздушных сил Великобритании Минвит-Хилл на севере английского графства Йоркшир считается самым крупным в мире центром электронной разведки, она перехватывает сигналы в целях сбора разведданных для Соединенного Королевства, Великобритании, Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Сверхсекретная база была построена в 1954 году для перехвата сигналов из СССР во времена Холодной войны. На сегодняшний день никто точно не знает, для чего она используется теперь, но многие говорят, что отсюда ведется слежка за международными террористическими группировками и крупными наркоторговцами. Есть теория о том, что база поддерживает тесные отношения со всемирной шпионской сетью «Эшелон», известной также как «Пять глаз», куда входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США. Однако поклонников суперагентов на входе базы ждет разочарование, посмотреть разведцентр изнутри никак не получится, на территорию базы пускают только сотрудников АНБ, Агентства национальной безопасности США и Эшелона. Зона 50. 1. В 2019 году вокруг базы в зоне 51 собрались несколько сотен граждан США с требованием рассекретить материалы с предприятия. Этот протест наделал много шума, однако результата никакого не последовало. Все происходящее в зоне 51 держится в строжайшем секрете, и посторонним вход туда категорически запрещен. Что же там происходит? Существует много теорий о том, что творится за колючей проволокой среди пустыни Невады, однако самой популярной является то, что на базе содержатся секретные материалы и даже образцы пришельцев. Разбирают ли там на части разбившийся НЛО, производят ли лазерное оружие будущего, проводят ли испытания экспериментальных самолетов или же работают над созданием суперармии, этого мы так никогда и не узнаем.
А верить одной из невероятных теорий или нет — личный выбор каждого. Железная гора, Пенсильвания. В Пенсильвании, в сотни метров под землей, располагается строго охраняемое хранилище, пожалуй, одно из самых загадочных в мире. 95% владельцев этого грандиозного сооружения предпочитают оставаться анонимными, хотя, по слухам, 95% его акций принадлежат государству. Расположенное в бывшей известняковой шахте, хранилище содержит самую большую коллекцию информации в истории человечества. Как рассказывают, здесь есть все от оригинала фото Альберта Эйнштейна, показывающего язык, до докладов комиссии по расследованию авиакатастроф. Центр занимает 150 тысяч квадратных метров, так что, сами понимаете, информации сюда вместится много. В последнее время дата-центр в Железной горе занимается и хранением цифровых данных. Как утверждается, здесь работает почти 3000 человек, а система обеспечения нужного микроклимата устроена не менее надежно, чем система охраны, исключающая проникновение на объект посторонних. Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей. Это одно из самых опасных мест в этом списке. Если в остальные места проникнуть практически невозможно, то сюда еще и опасно для жизни. Корейская демилитаризованная зона – это полоса земли в 257 километров длиной и около 2 километров шириной. С учетом долгой и трудной истории отношений двух Корей, проникновение в нее считается преступлением более серьезным, нежели простое нарушение правил безопасности, и наказывается соответственно. Пограничники стреляют в нарушителей без предупреждения. Лишь один день в году демилитаризованная зона превращается в мирное место. В Международный день борьбы женщин за мир и разоружение сюда приезжают женщины разных стран, чтобы провести здесь свои мероприятия. И то, что этот акт гражданской активности ни одна из сторон до сих пор не запретила, внушает надежду. Мормонский склеп в Юте. Одно из самых загадочных мест, секретный склеп мормонов в Юте, долгое время был значимой темой для конспирологов. А поскольку к мормонам, в целом, и так относятся с подозрением, вывод был однозначным: если есть склеп, значит, есть что скрывать. По слухам, в склепе хранится самая подробная в мире подборка генеалогических записей, по крайней мере, именно эту информацию мормоны не отрицают. Но с точностью подтвердить это утверждение невозможно, склеп охраняют тщательнее, чем дочь императора. В последний раз человек, не имеющий отношения к церкви мормонов, побывал в склепе около столетия назад, в 1921 году. Прусский новообращенный, обманув бдительность мормонов, проскользнул в склеп и сделал несколько снимков, изображающих целую систему туннелей. Больше ничего криминального он не обнаружил. Быть может, в склепе и правда нет ничего, кроме безобидного архива, или шпион просто не дошел до самого интересного. Кто знает. Хранилище швейцарских банков. Надежность швейцарских банков известна во всем мире. Об их неприступности и секретности слагают легенды. Правда заключается в том, что швейцарцы практически никогда не выдают тайну вкладов, даже по запросам правоохранительных органов разных стран. Исключения редки и не меняют общей картины. За последние 2 столетия швейцарский банк стал символом надежности. По слухам, в банках этой небольшой горной страны хранятся миллиардные состояния диктаторов и принцев, удачливых бизнесменов и наркобаронов. Сейфовые ячейки, в которых используются системы 3 ключей, хранят еще более интересные секреты. Иногда, впрочем, некоторые тайны швейцарских банков всплывают в публичном пространстве. Так, в 1995 году Всемирный еврейский конгресс обвинил швейцарские банки в хранении золота, спрятанного во время войны нацистами. И действительно, в результате банкиры обнародовали данные о нацистских счетах на 2,5 миллиарда долларов. Любопытно, какие еще тайны спрятаны в недоступных швейцарских хранилищах? Гараж Болт-Лейн, Англия. Эта автостоянка, или гараж, расположена в Дербишире, Англия, и является одним из самых безопасных мест в мире. Вы не можете войти, если у вас нет билета с указанием вашего точного места парковки. И как только ваш автомобиль припаркован, он защищен датчиками движения и другими сигнализациями, которые сработают, если кто-то возьмется за вашу машину. Если сработает сигнализация, все заведение перейдет в режим блокировки. Говорят, оформление гаража Болт-Лей поражает воображение, а проникнуть в него не проще, чем в настоящий Форт Нокс. История гаража началась в 1970-х. К 1990-м он стал излюбленным местом проведения досуга для нищих и воришек. Только в 1997 году здесь было совершено 161 правонарушение. В том же году владельцы гаража вышли на городские власти Дерби с просьбой помочь обеспечить безопасность помещения и выгнать неприятных гостей. Власти с готовностью взялись за модернизацию системы безопасности этой криминальной точки. Сейчас этот гараж пользуется высочайшей репутацией. За последние 1,5 десятка лет здесь не было не только случаев воровства, но и ни единого конфликта.
Возможно, круглосуточная охрана и постоянное видеонаблюдение этому несколько поспособствовали. Иранский золотой запас. Одно из самых надежных банковских хранилищ в мире — хранилище иранского государственного золотого запаса. Это место настолько секретно, что его точное местонахождение до сих пор известно лишь избранным. Но, по скупым данным, просачивающимся от этих самых избранных, даже обнаружив секретное место, проникнуть внутрь все равно невозможно. При этом, что самое парадоксальное, злые языки утверждают, что это самое охраняемое в мире хранилище золота нынче, мягко говоря, пустовато. В данный момент активно раскручивается скандал вокруг турецко-иранского торговца золотом по имени Реза Зараб, которого обвиняют в исчезновении сотен миллионов долларов из госрезерва. Предположительно, в мошеннической схеме были задействованы как иранцы, так и турки. Мошеннические таланты Зараба подтверждаются тем, что он является центральной фигурой еще одного скандала, связанного с раздачей взяток турецкому руководству. Но это не меняет дело: секретное хранилище иранского банка остается одной из самых охраняемых локаций в мире. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте